Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Бойтесь своих желаний, потому что они могут исполниться. Совсем недавно мне не хватало ткани для рукоделия, и я ходила по мебельным магазинам, спрашивала ненужные образцы мебельной ткани, шила из них. А оказалось, что совсем рядом, в соседнем городе, живет замечательный человек Александр, который в Дзен увидел мои мастер-классы и решил со мной поделиться такими образцами. Я попросила брата за ними съездить, а когда я увидела это количество, то почувствовала себя невинно осужденным, которому прокурор говорит 10 лет каторжного труда. Но это ведь так интересно. Шить из маленьких кусочков ткани разного цвета, разного размера. Недавно мне одна женщина написала, что по моему совету попросила в мебельном магазине такие образцы. И ей отдали много и сказали, чтоб еще приходила. А эти образцы такие маленькие, что она не может придумать, что из них делать. У меня при виде больших кусков ткани фантазия не работает, а из маленьких сразу столько вариантов придумывается. Потихоньку перебираю эти залежи и нашла довольно большой кусок, 68 на 68 сантиметров. Резать не хочу. Будем шить сумку, самую простую, для новичков, чтобы в магазин ходить. Шоперы мы шили, пляжные сумки тоже. А форму и способ пошива этой сумки будем придумывать на глазах изумленной публики. Для начала прямо на ткани нарисуем контрольные метки. Найдем середину каждой стороны. Для этого сложим ткань пополам. И по обе стороны от этой точки отложим по 5 сантиметров. И сделаем еще отметки от углов 10 сантиметров. Получается расстояние между метками примерно 19 сантиметров. Эту ткань равномерно распределим на складки. А потом соберем складки, заколем их булавочками. Глубину складок определяйте сами, но учтите, что длина стороны этого квадрата должна стать примерно 30-35 сантиметров. Естественно, работать дальше с острыми булавками в ткани мы не будем, а прошьем боковые стороны на швейной машинке, зафиксируем складки. А теперь уже можно посмотреть и определить, где у сумки будет верх, а где бока. Бейкой обработаем верхний срез сумки, а потом таким же способом обработаем боковые части. Бейку мы берем длинную. Ее должно хватить, чтобы обшить бока и сформировать, прошить ручки. Мне хватило 2 полосок ткани с шириной 5 сантиметров и длиной 80 сантиметров. Обратите внимание, как именно будем соединять между собой концы беек. Ручки сумки должны оказаться с 2 разных сторон. Когда соединили концы беек, закрываем открытые края двойной подгибкой и прошиваем ручки. Получается, что прокладываем только один шов по кругу и им все прошиваем.
Еще можно немного зашить бока сумки изнутри, чтобы она стала более аккуратной. И получается очень вместительная, симпатичная сумка с модным принтом. Легкая и прочная. Ничего лишнего в ней нет. Ее можно компактно сложить и носить с собой в дамской сумочке. Места она занимает совсем немного и очень легкая. В последнее время мне надоело носить представительные тяжелые сумки. Хочется ходить налегке. Помните, в советское время все ходили с авоськами. Даже в 90-е шутка появилась в связи с дефицитом продуктов переименовать авоську в нихренаську. А сейчас сумки для покупок называют шоперами. У нас сегодня не шопер, назовем ее эко-сумка. Замена пластиковому пакету. Гораздо более симпатичнее, прочнее и долговечнее. И модный красивый принт под газету. Да, во времена интернета газеты становятся уже ретро-модой. Вы спросите, а где же пошив из маленьких кусочков мебельной ткани, которые показывали в начале видео? Помните сказку про кашу из топора? Там хозяйка не хотела кормить солдата, а постепенно он выпрашивал крупы, масло и так далее. И когда хозяйка спросила, когда ж мы будем топор-то есть, солдат ответил, а он еще не доварился, я его в следующий раз доварю, и забирает хозяйский топор. Вот и я тоже выпрашиваю классы и комментарии. Прошу подписаться на канал. А с мелкими лоскутками мы поработаем в следующем видео. Они еще не доварились. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!